И занятие первое — изменение судьбы. Значит, изменение судьбы. Собственно, в чем суть? Да, в данной теме нам нужно две целевые установки реализовать. Первое — это на сегодня. Рассмотреть, вот как наша судьба изменялась со временем, то есть насколько кураторы вносили корректировку, да, в судьбу так называемую, да, изначальную. Причем эти изменения идут как в сторону увеличения возможностей, так в сторону и уменьшения возможностей. Поэтому увидеть, как она изменялась, это раз. И вторая целевая установка на последующие занятия уже по отдельным кармическим задачам посмотреть, да, там хвосты наши, взаимоотношения, там, самореализация, другие. Какие задачи решены, какие задачи не решены, и в конечном итоге, чтобы можно было выйти на постановку целей. Да, потому что когда, ну, наверное, множество раз вы слышали по самым разным бизнес-тренингам, когда человек находит свое предназначение, да, то есть то, что он должен делать, то, где поет душа, там, где помогают высшие силы, ему не нужно больше что-то из себя там выдавливать, выжимать, придумывать, извращаться. Он делает то, что должен. У него для этого море силы и энергии. Да? В конечном итоге нужно выйти на свои кармические задачи, на свое предназначение. Значит, по нашей теме. У нас есть рост судьбы, и нужно понимать, почему судьба, карма, да, вносит такие изменения. Что такое рост судьбы? Это расширение прав и расширение возможностей. То есть причины, которые блокируют судьбу. Это не важно, самореализация, личная жизнь, там какая-либо, любая сфера. То есть если стоит кармический запрет, можешь хоть там головой об стенку биться, да, карма говорит, у тебя задание не головой об стенку биться, а пересмотреть отношения то ли к людям, то ли к деньгам, то ли к лени, то ли еще к чему-то. За что стоит двойка, вот эту двойку нужно исправлять. Поэтому рост судьбы — это расширение прав, да, увеличение соответствующих возможностей. Да, оно дается, ну, в определенном диапазоне. Нам нужно сейчас будет ввести единицы измерения. И за то, что человек сделает. Да, поэтому, когда мы говорим о росте судьбы, это примерно вот от одного воплощения, там, от четвертушки, да, там, до половины, там, 3/4 воплощения, да, это вот кусочек уровня. Всего там 4 воплощения, считаем, уровень закрыт, да. И вот на столько-то возможностей, да, на, скажем, наполовину жизни, немножко больше или немножко меньше, возможности человека увеличиваются. Да? Да, за счет чего? Ну, первое, если человек растет по уровню развития, он вырос по уровню, он больше знает, больше умеет, у него лучшие, более сильные стали качества. Но первая причина, почему бы ему не расширить возможности. На входе был троечником, потренировался, он уже хорошист. Ну, давайте мы предоставим ему новые возможности. Это раз. Вторая причина, когда судьба корректируется и человеку расширяет возможности, когда это нужно высшим силам. Да? То есть, предположим, если вы говорите, а могу ли я поменять судьбу? Нет, не можешь. Ну, а зачем карме морочить голову? Да, ведь она анализировала, создавала условия, подбирала родителей, подключала силы, настраивала сознание под судьбу, да, запустила процесс, это же сознание перестроить, и связи с тонким миром, с множеством эгрегоров установить, да, запрограммировать судьбу. Четвертая причина — это заслуги. Заслуги. Да? Ну, по заслугам много дается, там чувства даются за счет чего? За развитие, по просьбе по чьей-либо или заслуги. Да? Вот есть заслуги, да, все, человек заслужил приз, все. Но приз это какой? Его ж не привели за ручку, там, из чернорабочего посадили в кресло директора. Нет, дали возможность пройти.
дали возможность. А пройдет ли человек или нет, это уже зависит от самого человека. Да, то есть причины, когда судьба растет, и были причины, когда судьба опускается. Да, это тоже нужно будет изучать. Да. Основные причины какие? Первое. Неиспользование возможностей. Да, то есть человек сказал, предположим, хочу, у него потенциал, все остальное прочее, а потом он начал как рак пятиться назад. Да, что такое возможность? Да, вот по судьбе построен один коридор, и там силы, эгрегоры, ситуации, да, там подготовка, фантомы готовятся в тонком мире, там, с людьми какие-то ответвительные процедуры. И человек по своей судьбе идет. Да, вот изменили судьбу, создали новый коридор. Да, это тоже большой ресурс определенный. А человек подошел к дверям и говорит, или там зашел, потоптался в первой комнате, говорит, да нет, я передумал, я не пойду. Таланты свои не хочу применять. И он эти возможности не использует, да? Карма смотрит, так, ресурс заведен, а клиент не работает. Она говорит, хорошо, закрываем. И эти возможности сворачиваются, да? И браки на небесах совершаются, и для того, чтобы произошли какие-то события, они готовятся потом, да? Если человек не использует возможности, эти возможности сворачиваются. Да, ну и что делает карма? Что она делает в этом случае? Она пишет, потрачен такой-то ресурс, клиент вместо того, чтобы сражаться до победы, сдался с первого шага, с полушага, с третьего шага. На ближайшее время вообще не перспективный с точки зрения новых возможностей. Больше не помогать. Там так, не так, ну, по-разному пишет, да. Вот как она оценивает ситуацию, так она и пишет. Как человек ведет себя по тем или иным ситуациям, так карма и пишет. Да, поэтому первая причина. Неиспользуемые возможности, они изымаются. А зачем? Зачем их держать? Лучше их отдать кому-то. Какие возможности? Одно– это возможности в своей жизни, там, по карьере, там, неважно, там, по образу жизни, по деньгам, по взаимоотношениям, разные. Дальше. Из-за чего судьба понижается? Из-за различных ошибок, ну, самых разных. Человек принимает ошибочное решение, ну как там, по личной жизни, да. Можешь быть счастливым, можешь кусать локти, если неправильно принимаешь решение. Это же касается и других значимых событий каких-то. Да? Поэтому ошибки. Ну и понижение уровня, понижение позитивности, да, это из-за чего судьба тоже сворачивается. Но это как бы в целом. Сами причины, почему так происходит, они тоже могут быть разные.